Нам нужно перейти дорогу. Циркачи прям. Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас мы находимся во Вьетнаме, и конкретно сегодня мы приехали в один очень интересный вьетнамский город, который называется Хой Ан. Он находится совсем недалеко от Дананга, можно доехать минут за 30. Город этот интересен тем, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под охраной ЮНЕСКО. Мы идем сейчас как раз таки в самый центр смотреть на этот город. Вы, как и всегда, отправляетесь с нами? Город Хой Ан – это древний портовый город, который когда-то играл ключевую роль в международной торговле, будучи важной точкой взаимодействия между вьетнамской, китайской, японской и европейской культурами. Его старинная часть пронизана сетью каналов, она отлично сохранилась и сочетает в себе смесь архитектурных стилей, формировавшихся под влиянием разных культур и временных периодов. Например, на улицах Хайяна можно встретить дома в китайском стиле с коммерческими помещениями на нижних этажах, здания, построенные в период французской колонизации, традиционные вьетнамские жилища, а также японские сооружения, среди которых выделяется знаменитый крытый мост с пагодой, который, кстати, практически не сохранился, и все, что мы увидели, это его руины и фотографию, каким он некогда был. Благодаря всем этим каналам, многочисленным прогулочным лодкам, рыбацким суднам и катерам, старый центр Хайяна, как это часто бывает, называют вьетнамской Венецией. Так как центр этого города одна сплошная большая достопримечательность и очень много различных объектов, которые хочется посмотреть, куда хочется зайти, все, конечно же, платно. И они сформировали один универсальный билет, который входит в посещение 5 любых точек на выбор. Соответственно, мы купили такой билет. Мы покупали на сайте Klook, плюс туда входил стоимость еще одной поездочки, которую я вам покажу, и все это вышло на одного $10. Ну что, Кирилл, на тебе мою петличку. Всем привет. Расскажи более подробно. Я уже рассказала о том, что мы купили билеты на сайте Klook и что здесь есть билет на 5 посещений разных мест. Расскажи теперь, как быть, когда у тебя только электронные билеты, которые тебе пришли на Klook. На самом деле все стандартно. Мы просто берем вот этот вот наш QR-код с Klook и идем вот в такой чипок. Вот, и там мы просто... Они даже не сканируют этот QR-код. Они просто берут номер вашего бронирования, кому-то звонят и потом дают вам вот 5 билетов, получается. Здесь вот он разделен на 5 секций, насколько я понимаю, и они не ограничены по дням посещения, то есть на несколько дней. То есть это можно не за один день посетить, и каждая достопримечательность просто вырезает, судя по всему, вот одну секцию. И вот карту мне дали. Так что все очень просто, и это вообще супер выгодно, потому что одно место, вот здесь вот было написано, если вы видели ценник, 40-50 тысяч. Представляете, это $2 одно место, а мы вместе с нашим коконатом, вот этим вот с лодками безумными, которые... Я не знаю, куда мы поедем. Это будет позже. Ну, в общем, с другим местом все на двоих нам вышло $18, а это всего по $9 на человека. А только 5 мест было бы $10 на одного человека. Смекаете? Берите Klook. Что мы успели посмотреть, гуляя по Хой Ану? Коммунальный дом Камп
Пхо. Это один из самых старых домов в Хой-Ане. Сочетает в себе традиционные китайские и вьетнамские архитектурные элементы. Кантонский коммунальный дом. Это место было создано китайскими иммигрантами из провинции Гуандун, Кантон, в конце 19 века. И изначально оно служило центром собраний для китайского сообщества из Гуандун. Посмотрели на красивую китайскую пагоду, название которой я ни за что и никогда в жизни не смогу произнести, поэтому даже не буду пытаться. Это место, созданное китайскими переселенцами из вот как раз-таки этой провинции и служит важным символом культурного наследия китайской диаспоры во Вьетнаме. Больше всего мне понравился фасад храма Баму. Самого храма нет, остались лишь его ворота, перед которыми расположился красивый пруд с лотосами. Вообще центр Хой-Ана — это одна сплошная достопримечательность. Можно даже просто гулять по улицам города и наслаждаться красивой архитектурой. Весь город увешан различными фонариками, классическими китайскими и шелковыми вьетнамскими. Повсюду продают сувениры ручной работы, множество арт-галерей с красивыми картинами. Но все это великолепие удручает очень-очень большое количество людей. В городе ужасно шумно. Пару раз меня флешбэкнуло Ханоем, где было тоже очень красиво и интересно, но совершенно невыносимо всем этим наслаждаться. Нам нужно перейти дорогу. Ладно, начинаем. Так, теперь с этой стороны. Все, я показываю. Погнали. На самом деле мне удивительно это тем, что мы до этого были в Дананге. Дананг очень спокойный город. Посмотрите мое видео из Дананга, если еще не смотрели. Хайян находится как бы там в 30-40 минутах езды от Дананга. Такой небольшой совершенно город. Я не понимаю, ну, наверное, потому что это очень туристический город, поэтому вот так. Еще одна достопримечательность Хойяна, которую нужно посмотреть, это ночной Хайян, вечерний Хайян, когда зажигается масса фонариков, все светится и становится очень невероятная волшебная атмосфера. Мы сейчас направляемся на ужин, и после этого мы как раз-таки погуляем по ночному, по вечернему городу. Начался дождь, Кирилл умело сторговался и вымутил нам зонт. Кирилл, расскажи про то, как ты торговался. Сколько стоит зонт? 100 тысяч, сказала она после паузы, посмотрев на меня. Я сказал, давайте за 50. Она говорит 70. Я такой, у меня только 50. Она говорит, давай. Конец истории. У нас есть зонт, мы не мокрые. Кирюша, я там видела, дуриан продают. Может сходить поесть. Как правильно сказать, дуриан или дуриан? Пишите в комментариях. Предмет бесконечного спора. Пип-пип. Знаете, что прикольно? Прикольно, капец, это просто, я ни разу такого не видела. Короче, я сейчас без петлички, и здесь очень шумно, прошу прощения. Короче, когда они едут на своих велосипедиках, где нету сигнала никакого или звонилки, они просто едут и говорят пип-пип, пип-пип. Прям так и говорят, представляете, это так интересно. Если нам получится это заснять, то я вам...
Если вы слышали, то это было только что. Короче, прикольно. Ладно, мы пошли гулять. Мы сейчас уже пойдем, наверное, домой. Здесь народу просто так много, капец. Мы арендовали байк, и сейчас мы поедем смотреть на очередную безумную достопримечательность Вьетнама, хотя Вьетнам в целом довольно-таки безумный. В общем, мы заправили байк. Кирилл, сколько стоил байк? 150 тысяч. 150 тысяч сутки, да, получается, или как? Или типа день? Да, сутки. Сутки. Нам дали вот такие вот кепки. От этих шлемов толку просто минимум, мне кажется. Но будем надеяться, что с нами ничего не случится, хотя езда во Вьетнаме это просто катастрофа. А еще знаете, какой прикол во Вьетнаме? Во Вьетнаме они почему-то отрывают зеркала от байков. Это капец. И я не знаю, если мне удастся поснимать, то я вам поснимаю, как это выглядит, но это просто безумие, конечно. Мы приехали кататься на сумасшедших бамбуковых. Вообще здесь называется кокосовый лес. И мы сейчас будем кататься вокруг этого кокосового леса. Но они тут еще делают целое представление на этих лодочках. Are you ready? Let's go! Over Gangnam Style! Go, go, go! В общем, нас сейчас будут миксовать. Okay, Окей. yeah. Namjo, are you ready? No! Over Gangnam Style! Let's go! Yes, sister lady! Gangnam Style! Oh, over! Let's go! Go, 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 go! Over Gangnam Style! Okay. Oh my god. Oh. Yeah. Oh, very good. Yeah. Thank you. Фу, голова аж Да, закружилась. сильно башка закружилась. Ну, в общем, вот такая вот штука. У нас вообще супер веселый чувак. Да, Его зовут Ю. Okay, you here. Let's go one more. You one by one. You. Давай, Okay. Yeah. Just. Крыл. Yeah. Sit down here. You sit down here. Okay. Okay. Are you ready? What? Yeah. Okay. 1, 2. Okay. Yeah. Are you ready? Over Gangnam Style. Yeah. Let's go. Yes, it's so lady. Gangnam Style. Go, 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 go. Oh. Oh. I want to stop. Круглые лодки, которые во Вьетнаме называются тхунг-чай, являются уникальной частью вьетнамской культуры. Изначально они были созданы из-за налоговой политики колониальных властей, которые брали налог с каждой классической лодки у рыбаков. Тогда-то жители и изобрели круглые лодки, чтобы обойти эти налоги, утверждая, что это не лодки, а корзины. Со временем выяснилось, что лодки круглой формы весьма устойчивы и не переворачиваются при шторме и больших прибойных волнах, что делает их
удобными для ловли рыбы близко к берегу. Делались эти лодки из бамбука и покрывались лаком или смолой для водонепроницаемости. Управляются они всего одним веслом. При этом лодочник это делает стоя, а не сидя. Управление такой лодкой довольно сложно физически. Мы пробовали и не справились. А вот вьетнамские лодочники управляют ими весьма ловко и умело, что можно позавидовать. Если будете в Хой-Ане, то вы сможете прокатиться на этих лодках по кокосовому лесу, половить крабов, спеть в караоке и даже поучаствовать в аттракционе «Миксер». Стоимость посещения этого места вместе с катанием на лодке входит в стоимость общего билета, который мы и купили на Клук за $10 с человека. Okay, okay. Oh my God! Yeah! No, it's okay. No, it's okay. Вау, красивый. Как паучок. Глазки у него, смотри. Ой, Все, надо в воду. окей. Oh my God. Окей, let him go. Okay. Yeah. Bye bye. Whoa. Okay, karaoke. New music karaoke. No, thank you. We don't like karaoke. Они сигналят даже здесь. Сигналят на всем, чем можно. Ну, в общем, прикольно. Дорогие зрители, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам было интересно, то, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. Это помогает в продвижении моих видео. Больше практической информации, историй из моих путешествий, эмоций и впечатлений у меня на канале в Telegram. Обязательно подписывайтесь туда. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока!